Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, ритуал, который я хочу вам подарить на армянском языке, и создан он на традиции армянских ведьм, армянской магии. В магии армян испокон веков две стихии занимают важное место – огонь и вода. Очищающая стихия – как огонь, так и вода. Губительная стихия, как огонь, так и вода. И в традиции армян огнем очищали помещение, огнем призывали победу, огнем призывали удачу. Огонь считался всемирной энергией, энергией вселенской. Кроме всего прочего, огнепоклонство было у нас в крови и до сих пор есть. Я говорю про армян-арьев, не про ту биомассу, которая сейчас обитает в Армении, потому как 80% там смешанные крови и очень далекие от армянской генетики. Я говорю именно о тех армянах, которые носители генетики своего народа и знаний, носители, хранители своих знаний. Так вот, этот ритуал, как я уже сказала, создан на основе армянской магии. И здесь обращение к двум стихиям, к огню и к воде. Я думаю, что у каждого из нас в жизни бывали моменты, когда неприятный человек преследовал, и нужно было от него избавляться. Конечно, иногда неприятные люди могут поставить человека в такую безысходную ситуацию, когда угрожают, скажем, родными и близкими, человеку приходится определенное время терпеть присутствие этого человека в своей жизни и эти преследования. Но при любом удобном случае от этих людей, естественно, избавляются. Насильно невозможно навязать себя никому. В любом случае человек будет стремиться, стараться вырваться из этого морального насилия и плена. Но если, скажем так, нет таких пока еще серьезных причин терпеть этого человека или переживать, что вы не можете от него избавиться, может, навязчивый поклонник, может быть, человек, который все время на работе к вам пристает, даже, может, начальник, да, ваш. Быть может, ваша свекровь, которая не очень приятный человек, постоянно приходит, то есть приезжает по долгу, гостит у вас месяцами и действует на нервы, то есть испытывает вас на прочность не самыми лучшими, добрыми побуждениями. Бывает, что друг, который, может, знает ваши тайны, но вам он уже давно неприятен, вы его уже терпеть не можете, его приходится играть как бы в такую радость, любовь, когда человек к вам приходит, а вы не очень хотите. Может быть, друг вашего мужа, который плохо на него влияет, и он вас раздражает очень сильно, и вам неприятен. И как бы сделать так, чтобы он больше к вам не ходил. Знаете, есть такое выражение армянское, дословно, если перевести, смешно звучит, конечно, «вотакатрель», отрезать ногу. Многие выражения с восточных языков нужно перевести немножко по-другому, как-то более понятно для европейских народностей, потому что если дословно перевести, тот же самый джигяр слово, как обращаются, знаете, с любовью к человеку, это печень. Печень моя. Но печень, чтобы вы знали, на Востоке считалась вместилищем души. И поэтому, когда человека называли печень, это означало, что ты в моей душе. А если перевести на русский лад, это душенька, душечка, душенька моя и так далее. Надеюсь, понимаете. И вообще слово «в печенках ты у меня сидишь» – это не просто так сказано, это тоже восточное выражение. Над душой у меня сидишь, вот в печенках сидишь. Почему у меня в печенках? Потому что в печень считалось, что в печени душа. Почему? Потому как печень все-таки
вырабатывает, очищает кровь, да, очищает организм. Вообще удары печени, печень восстанавливается, понимаете? Удар по печени – это болезненный и может просто вот все, что вмещается в печени, выйти и отравить весь организм, и человек может умереть. То есть восстанавливается печень. Это считалось, что там нечто такое, сверхъестественная сила, что организм человека может снова расти. И так далее. Так вот, отрезать их ногу от вашего дома, то есть навеки их сповадить оттуда, чтобы их духу не было там. Как сделать эту работу? Кроме субботы и воскресенья, выходные дни, они обладают особой энергетикой, поэтому старайтесь в выходные дни чистки и прочее особо не проводить. Выходной день – это день гулянок там и прочих, порочные дни, одним словом, они. Всякое случается. Люди то напиваются, то драки, то убийства. Выходной день, он не самый лучший считается. Праздничный день, выходной, избегайте в такие дни. В такие дни энергия более, скажем, загрязненная вокруг, более такая жижа, неприятная, и поэтому тяжелее получается работа. Кроме выходных, кроме субботы и воскресенья, остальные дни. С 00 до 003 ночи вы можете это провести. Желательно прям в полночь начать эту работу. Ставьте воду в кастрюле на газовую плиту или на печку, смотря чем вы пользуетесь. Прям воду, не кипяченую, а холодную воду из-под крана. Поставили. Ну, сколько там налить воды? Ну, кружки 3, чтобы вам хватило так достаточно. Полкастрюли там, маленькая кастрюлька. Подготовьте заранее. Вам нужно будет купить абсолютно новый нож, вилку одну, булавку и все, улетело. Гвоздь. Ну вот возьмите хозяйственный магазин, ну возьмите пачку гвоздей, там по одному не продадут, пачку, там несколько булавок, там десятки, да. Из этого выньте одну и, собственно, используйте. Нож должен быть с деревянной рукояткой. Когда будете покупать, сдачи не берете. Это очень серьезный, очень сильный ритуал, только надо делать правильно, чтобы человек от вас отвязался. Отвяжется вообще за милую душу, может и навсегда. Значит, берете нож с деревянной рукояткой. Маленький ножик, может, такой. Вот такой вот маленький ножик, кухонный. Без разницы какой. Далее булавку, ну, десяток булавок. Значит, гвозди и вилку. Опять же, вилку, если по одной не продаете, 10 штук, возьмите самые дешевые вилки. Сдачи не берете. Или ровно отдайте, или картой расплатитесь. Сдачи не берете. Но теперь слушайте внимательно. Мужчины покупают в мужские дни это все, женщины в женские дни. Как определить мужские и женские дни? Вот день, когда заканчивается на букву А, то есть название дня, это женский день. Суббота, среда, значит, мужские дни, четверг, понедельник, вторник, пятница тоже женский день. На А заканчивается окончание названия дня, это женский день считается. Без окончания А это мужской день. То есть, если вы мужчина и вы делаете для себя, вы берете мужской день. Если вы женщина, берете в женские дни для себя. Покупайте без сдачи эти все 4 предмета. Можете по десятку купить, естественно, по одной вам не продадут. Оттуда выньте по одной штуке. Это та же самая покупка. Остальное делать, что хотите с ними. Можете для других ритуалов сберечь. Поставили кастрюльку в 12 ночи, то есть 00 ночи, полночь. Или, ну, с 00 до 03, сказал, в это время, в этот промежуток. Ставите кастрюльку, вам никто не должен мешать. В это время вы не должны по телефону разговаривать, телевизор смотреть, ничего. Вы должны напряженно делать свои дела. Всем говорите, с кухни вон, мне не мешать. Собаки, кошки могут там ходить, и они не мешают. Значит, поставили эту кастрюльку, включили газ или плиту и ждете. Как только начинает вода бурлить и кипеть, кидайте туда эти 4 предмета. И оно там кипит. Сверху нужно сказать 4 раза и выключить газ. Все. Немного подождите, чтобы вода чуть-чуть остыла, чтобы уже было как бы возможно руку туда сунуть. Но предметы не вытаскивайте.
Так вот, вот вода вскипела, вы кинули эти 4 предмета, сверху сказали 4 раза, начитали заговор. После чего выключаете, немного ждите, чуть-чуть поостынет вода, выносите и выливаете за порог. Если вы живете в квартире, значит, вам придется спуститься вниз с этой кастрюлей. Возьмите такую кастрюлю, чтобы удобно было, или какую-то емкость, или, я даже не знаю, перелить никуда нельзя. Ну, вот так уж надо делать, другого выхода нет. Значит, выходите за ворота, выливайте эту воду прямо возле ворот ваших. Ну, так аккуратно, чтобы эти предметы не выпали. Возвращайтесь домой, вытаскивайте эти 4 предмета, и в любой комнате вашего дома на 4 угла, значит, по 4 этим потаенным углам вашей комнаты, где вы хотите хранить. 4 угла вы должны выбрать. Как четырехугольник образуется, да, квадрат. Эти предметы прячьте. Ну, например, одну булавку можно положить в шкаф куда-нибудь. Шкаф, если стоит в углу. Вторую булавку, то есть вилку там можно куда-нибудь там спрятать за шкафом, положить или прям внизу. Но так, чтобы дети и домашние питомцы не вытащили. Нож еще где-то. Одним словом, 4 уголка вашего дома должны быть заняты этим. По 4 углам. Обязательно эти предметы должны там лежать. Ну, хотя бы несколько месяцев, 3-4 месяца. Когда это все миновало, закончилось, все, вы знаете, что этого не будет, можете оттуда вытащить, можете оставить, это уже не мешает. Появится другой человек, можете на другого человека сделать, на новые предметы опять же покупать, и вот таким образом. И вы увидите за короткое время, как быстро это сработает. А теперь я вам даю заговор на армянском языке. Значит так, кому срочно нужно, сами можете по памяти переписать, но желательно ждать. И в ближайшее время всегда Яна печатает, и поэтому она вам, то есть напечатает и внизу поставит. Итак. Крак, айри, вари, джур, ера, им тշнаму արյունը եփիր, սիրտը ցավեցրու, հոգին մրմրա, գիշեր ու զոր, դառնարցունք թափի, արյունդ խմում եմ, խելքդ խլում եմ, ինձանից հեռու, իմ տանից հեռու, կրակ, կատաղիր, նրա ճամփան փակիր, մոտ չթողնես գա, ջուր ера, իմ խոսքն առաջինն է, իմ թշնամին խոսք չունի, կորի, գնա չքվիր, ամեն։ Կրակ, այրի, վառի, ջուր, ера, իմ թշնամու արյունը եփիր, սիրտը ցավեցրու, հոգին մրմրա, գիշեր ու զոր, դառնարցունք թափի, արյունդ խմում եմ, խելքդ խլում եմ, ինձանից հեռու, իմ տանից հեռու, կրակ, կատաղիր, նրա ճամփան փակիր, մոտ չթողնես գա, ջուր ера, իմ խոսքն առաջինն է, իմ թշնամին խոսք չունի, կորի, գնա չքվիր, ամեն։ Կրակ, այրի, վառի, ջուր, ера, իմ թշնամու արյունը եփիր, սիրտը ցավեցրու, հոգին մրմրա, գիշեր ու զոր, դառնարցունք թափի, արյունդ խմում եմ, խելքդ խլում եմ, ինձանից հեռու, իմ տանից հեռու, կրակ, կատաղիր, նրա ճամփան փակիր, մոտ չթողնես գա, ջուր ера, իմ խոսքն առաջինն է, իմ թշնամին խոսք չունի, կորի, գնա չքվիր, ամեն։ Կրակ, այրի, վառի, ջուր, ера, իմ թշնամու արյունը եփիր, սիրտը ցավեցրու, հոգին մրմրա, գիշեր ու զոր, դառնարցունք թափի, արյունդ խմում եմ, խելքդ խլում եմ, ինձանից հեռու, իմ տանից հեռու,
Կրակ, կատաղիր, նրա ճամփան փակիր, մոտ չթողնես գա, ջուր երա, իմ խոսքն առաջինն է, իմ թշնամին խոսք չունի, կորի, գնա չքվիր, ամեն։ Остальное я вам объяснила. Как и что делать. Далее, что касаемо откупа. Как только все это получится, отнесите дорогой коньяк или дорогую водку. Ну, то есть не за 15-20 рублей. Отнесите 4 монеты и желательно что-нибудь такое, какое-нибудь доброе дело сделать. Ну, предположим, какому-нибудь приюту отправить или покормить, или там, ну, купить игрушки для собак, кошек, да, или корм поехать отдать, или на улице покормить, или людям в тяжелой ситуации помочь. Сделать доброе дело. Если этот человек настолько вам мешал жить, и он отвязался от вас, отстал. Знаете, любой человек, да даже тот, который собирается там по судам бегать, мешает вам жить, любой человек, который вам мешает жить. Я так и назову. Отвяжись, недруг, чтобы вам было понятно, что и как. Сделать доброе дело, кому-то помочь в какой-нибудь ситуации трудной. Но откуп я вам назвала, как идти и что сделать. То есть обязательно откупитесь. Но после того, как вы почувствовали, что все закончилось, все остановилось, не забывайте откупаться. Потому что есть случаи, когда человек откладывал, не потому что было жалко, откладывал, то некогда, вот сегодня, завтра. И потом очень пожалел об этом, потому что пришлось переделывать. Вот о чем речь. Всем удачи. И пусть в вашей жизни будет поменьше неприятных личностей.